Знаете, в чем главная проблема современного человека? Современный человек думает, что его жизнь – это одна единственная прямая линия. Потому что мышление человека линейно. Родился, крестился, учился, женился, пожил, помер. И все. Пустота. А если верить в то, что после смерти что-то существует, то обычно это себе представляют так. Как бесконечный какой-то пляжный отдых. Пальмы, гамак, фрукты, никаких дедлайнов и, главное, никакой ответственности. Хорошая картинка, правда? Рай. Теплая, уютная и абсолютно, тотально, фантастически детская. Потому что реальность, она гораздо интереснее и гораздо жестче. Вот представьте себе океан, бескрайний, темный, спокойный. Это потенциал, то, из чего все сделано. То, что было всегда и существовало вообще до всего. И вдруг выдох. Поверхность пошла рябью, появились волны. Из волн формы, из форм миры. Галактики закрутились спиралями. Звезды зажглись в небе. Где-то планеты остылись. И на третьей планете, тут недалеко от Солнца, появилась какая-то зелень. Потом кто-то выполз из воды, потом встал на две ноги, а потом изобрел колесо. А потом появился интернет и ТикТок, где девочки трясут попками под ремиксы 90-х. Это один день Брахмы, один выдох. В индуизме это называется Махакальпа. А потом Брахма делает вдох, и все, что было когда-либо создано, растворяется. В потенциале. Галактики втягиваются обратно в рябь, рябь сглаживается, а океан снова становится гладким, как зеркало. Тишина, покой и ничего. Ничего не происходит. Это ночь Брахмы. 4,32 миллиарда лет длится день Брахмы. И столько же длится его ночь. Итак, бесконечно. Выдох, вдох, вдох, выдох. Как дыхание йога, только в масштабах, которые мозг человека даже представить себе не может. Многие сейчас скажут: ну да, красиво. Дядька сказки рассказывает для взрослых. А мне-то что с этого? У меня же ипотека, кредитка горит, жена мозги пилит, а на работе аврал. Какое мне дело до дыхания какого-то там Брахмы? Но не все так просто, мой милый друг. Каждый день Брахмы – это экзамен. Гигантский, вселенский, жесточайший экзамен для всех сознаний. Для всех сознаний, что существуют и которые доросли до этого момента, чтобы сдавать этот экзамен. Представьте себе школу. Только вместо школы это целая вселенная. А вместо оценок это твое будущее существование. И вот тут многие опять покрутят у виска, а другие просто ехидно улыбнутся и скажут: да ну, ерунда какая. Но это абсолютно не важно, потому что незнание не освобождает от ответственности. В конце каждого дня Брахмы, перед самой ночью, происходит великая квалификация всех тех, кто достиг определенного уровня осознанности. Их собирают в кучу, не вахтовый зал,
Конечно, но смысл тот же. И каждому дают маленькую модельную вселенную. Не всем, опять же, конечно, а только тем, кто смог оказаться в этом актовом зале. И вовсе никакую не игрушечную вселенную, а самую настоящую. Со своими законами, со своими существами, со своими проблемами. И говорят: управляй. Твори, решай, спасай, карай, люби. Но помни, мы за тобой наблюдаем. И ты, как новый творец вселенной, должен показать 3 вещи. Первое – это свои творческие способности. Ты должен уметь создавать что-то новое. Не копировать то, что ты видел у других. Не штамповать однотипные миры по шаблону, а придумывать то, чего еще никогда не было. Представь, что ты – это архитектор, которому сказали: братан, построй здесь город. А ты всю жизнь жил только в хрущевках. И вот тут тебе нужно почесать репу и придумать что-то, от чего у будущих жителей твоей собственной вселенной захватит дух. Чтобы они просыпались по утрам и думали: вау, какой кайф, я здесь живу. А не в соседней галактике. Многие сейчас опять улыбнутся и не поймут, о чем, собственно говоря, рассказывает дядька. И скажут: да дядя шутит. А дядя вовсе не шутит. Второе – это нужно приобрести этическую устойчивость. Тебе дадут полную власть, абсолютную, над целыми мирами. И ты должен не сойти от этого с ума. Не начать кайфовать от того, что можешь казнить и миловать кого угодно. Не превратиться в тирана, который уничтожает цивилизации просто потому, что у него сегодня плохое настроение, видите ли. Власть. Власть – дело вовсе не шуточное. Именно поэтому у многих, а точнее почти у всех земных политиков, от этого едет крыша. Потому что они не понимают, как сдать этот экзамен. Им дали маленькую власть над маленькой страной. И все. Кукуха, ку-ку. Поехала. А тут тебе дают власть над целой вселенной, над реальностью. И если ты не устоишь, то бдыщ, и нет вселенной. И тебя, кстати, тоже нет. Потому что многие думают, что сознание или душа человека – это нечто вечное. И я скажу: да, так и есть вечное, но не индивидуальная душа и не индивидуальное сознание. Потому что индивидуальное сознание нужно еще уметь сохранить. Третье – это беспристрастность. Беспристрастность – это самое сложное умение. Ты должен уметь любить все свое творение. Каждую песчинку, каждую звездочку, каждую букашку, каждого человека. Но при этом не привязываться к отдельным частям. Так, чтобы это тебе мешало видеть целое. Представьте, что у вас есть любимый город, и вы его построили собственными руками. Вы его любите, вы в каждый камень прям душу вложили, и вдруг приходит ураган, который снес половину города. И вы понимаете, если вы сейчас вмешаетесь и остановите ураган, то через год случится что-нибудь похожее. Например, землетрясение, которое уничтожит все. И что ты выберешь? Спасешь любимые домики сейчас и обречешь всех на гибель потом? Или позволишь урагану сделать свое дело?
чтобы спасти целое. Вот это и есть беспристрастность. Любовь ко всему сразу, которая выше любой земной любви к чему-то одному. Но, а теперь давайте про тех, кто не справился. Те, кто не смогли сдать экзамен. Нет, их не отправляют ни в какой ад. Потому что нет никаких чертей со сковородками. Нет никаких вечных мук в кипящей смоле. Я скажу, что есть. Есть аннигиляция, и их просто разбирают. Как старую машину на запчасти, как сломанный телефон на микросхемы, как неудачный рисунок. Его просто стирают, чтобы на этом чистом листе бумаги нарисовать новый. Это называется рециклинг. Звучит неэтично и страшно. Но на самом деле это и есть высшая форма милосердия. Представьте себе, что вы создали скульптуру. Лепили, старались, душу вкладывали, а она все равно получилась кривая, уродливая, безобразная. Стоит, пугает людей и радости никому не приносит. И что вы сделаете? Оставите ее на века, как памятник собственной неудачи? Или разломаете, размочите глину и слепите новую, красивую скульптуру. Вот и Брахма точно так же. Те, кто не прошел экзамен, чье «я» оказалось слишком кривым, чтобы стать творцом, их просто возвращают в Галена, в потенциал. Стирают личность, самоидентификацию, все эти «я обиделся», «я хочу», «я боюсь», «я завидую». Все, что мешает, просто стирают. Но самое ценное – опыт остается. Все эмоции, которые вы когда-либо переживали, все уроки, которые вы учили в этой жизни, вся боль, через которую вы прошли, вся радость, которую вы чувствовали, все это перемалывается, как в мясорубке, в чистые обезличенные данные и отправляются обратно в потенциал, в общий котел. Ваша боль потом станет знанием о боли для будущих творцов, создателей других вселенных. Ваша глупость станет кирпичом в стене, которая удержит кого-то от падения. Человек, конечно же, не исчезает бесследно. Человек становится просто фундаментом. Человек становится новым уроком. Человек становится просто опытом потенциала, из чего потом вырастет что-то новое, что-то великое. Ну, а если ты осознанный и все понимаешь, и тебе удалось сдать экзамен, то тогда ты получаешь свое собственное зерно, свой собственный уникальный пакет данных, законов, начальные условия и свой персональный Биг Бэнг. Ты становишься новым Брахмой, создателем новой вселенной, и тебе дают твой собственный день, твои собственные 4,32 миллиарда будущих лет, чтобы ты выдохнул все свои миры и населил их новыми бесподобными существами и провел их через свои собственные жизненные уроки. Представляешь? Ты сидишь где-нибудь в центре своей собственной вселенной, попиваешь космический кофе, смотришь, как твои творения развиваются, воюют, мирятся, любят, страдают. И наблюдаешь. Ищешь среди них тех, кто достоин стать
следующим Брахмой. Кто достоин занять твой трон? И так бесконечно. Вы сейчас, наверное, думаете, ну, это все про каких-то там богов. Сказки про высшие сферы. А я это простой смертный, мне до этого, ну, как до Луны, пешком. И вот сейчас улыбнусь уже я. И даже посмеюсь. И скажу: а кто тебе сказал, мой милый друг, что экзамен начинается после смерти? Потому что жизнь – это и есть уроки. А экзамен идет прямо сейчас. Каждую минуту, каждую секунду, каждый день. Ситуации на работе, где ты можешь поступить честно или схитрить. Это проверка этической устойчивости. Конфликты с женой, с близкими людьми, с друзьями, просто с незнакомыми людьми, где ты можешь взорваться, сломать или разбить кому-то нос, а можешь промолчать и улыбнуться. И это проверка беспристрастности. Та задача, которую ты никак не можешь решить. Все это проверка твоих творческих способностей. Потому что каждый из нас абсолютно уже в экзаменационном классе. Просто он думает, что он просто живет какой-то жизнью. Нет, все не так. К слову, а хотите подготовиться к великой квалификации? Вот вам 3 простых упражнения на каждый день из 3 столпов. Первый – это творческие способности. Каждый день делайте что-то, чего никогда не делали. Не глобальное, а что-то маленькое. Съешьте на завтрак то, что обычно не едите. Пойдите на работу в другой дорогой. Напишите маме: не все нормально, а что-то теплое, неожиданное. Придумайте что-то новое. Какое-нибудь новое решение старой проблемы. Потому что ваш мозг должен привыкнуть, что новое, непознаваемое – это не страшно, это интересно. Второе – это этическая устойчивость. Раз в день ловите себя на моменте выбора между «хочу», «не хочу» и «надо». Между легко и правильно, между сорваться и сдержаться. И выберите что-нибудь правильное, по совести, по существу, хотя бы 1 раз в день. Не для того, чтобы быть хорошим мальчиком или девочкой, а чтобы тренировать мышцы воли. Потому что, когда тебе дадут власть над мирами, эта мышца должна быть как стальной канат. Третье – это беспристрастность. Это когда в твоей жизни случается какая-то хрень, а ты смотришь на нее изнутри, как будто со стороны, сверху. Представь, что ты не участник каких-то событий, а режиссер, который просто снимает фильм. Ты видишь всю картину целиком и понимаешь, а зачем, собственно говоря, тебе этот эпизод в сценарии? А ну его нафиг. Потому что ты точно знаешь, что у тебя нет времени на какую-то ерунду.
У тебя нет времени на какие-то драмы. Потому что каждый из нас хочет, чтобы не завтра, не послезавтра, а каждый день, прямо сейчас, всегда был только счастливый финал любого события. В общем, попробуй. Это не отменяет, конечно, страдания и боли, но это придает жизни вкус и смысл. Потому что если выглянуть в окно, то можно заметить, что в соседних домах в каждом огне горит огонек. Чья-то жизнь, чья-то любовь, чья-то боль, страдания, чей-то выбор. Кто-то из прохожих людей по улице прямо сейчас идет, о чем-то думает, а кто-то дома сидит и смотрит телевизор. Кто-то плачет в подушку от одиночества, кто-то кому-то изменяет, кто-то кого-то прощает, а кто-то прям умирает под капельницей. А кто-то прямо сейчас родился и сделал первый вдох. А над всем над этим простирается огромное, голубое, бескрайнее небо. И в нем дыхание вечности, дыхание Брахмы, создателя нашей Вселенной. Вдох, выдох, пауза. И скоро новый вдох и новый выдох. Ведь каждый из нас на самом деле это не просто человек. Каждый из нас это часовая пыль, сознание. Сознание и частичка Брахмы. В каждом из нас есть память о предыдущих циклах рождения. В каждом из нас есть потенциал стать новым творцом. Вопрос заключается только в одном. Готов ли ты сдавать этот экзамен на Творца? Готов ли ты продолжать жить, существовать? Или ты готов раствориться и сгореть в огне потенциала? Потому что он уже ждет каждого. Прямо сейчас, пока ты слушаешь этот текст, пока я говорю эти слова. Он наблюдает, он смотрит. Так что, дорогие мои слушатели и зрители, всегда помните, даже если вы выбираете путь падения и глины, вы не исчезнете. Вы станете просто кирпичиком в стене нового мира. Ваш опыт не пропадет даром. Ведь вы тоже были хорошим тренажером для какого-то сталкера. Ваша боль, ваши страдания станут для кого-то новым уроком. Ваша любовь станет фундаментом для новых сознаний, для новых творцов. Потому что в этой бесконечной мультивселенной ничто не происходит просто так. И ничто не исчезает бесследно. Потому что в пространстве бесконечности исчезать некуда. Конечно, кроме тех, кто в своей жизни не выбирает ничего. Такие просто растворяются, даже не понимая этого. Они даже не попадают в рециклинг, потому что из пустоты, из бездушия нечего извлекать, и ваш опыт никому не нужен. Потому что лучше
жить и любить, мечтать и творить, кайфовать, чем просто прозябать и существовать.